Всем привет! Сегодня мы путешествуем в Турции. Приехали на отдых в Аланью. Возможно, вы уже здесь были и не один раз, или вам предстоит здесь побывать, так как это широко известное место отдыха на берегу Средиземного моря. Предлагаю вам посетить главную достопримечательность – сердце города – крепость Аланью, так, как увидели ее мы. Чтобы осмотреть всю крепость, одного дня недостаточно, особенно если это один жаркий день. Чтобы осмотреть полностью полуостров, на котором располагается крепость, нам потребовалось 3 дня. Первый день – это замок и верхняя часть крепости, второй день – нижняя часть, башня Кызылкуле и судоверфь. И особенно интересный для нас, как для любителей природы и хайкинга, был 3-й день. Все будем излагать отдельно. В первый день мы сели на автобус номер 1, который едет по всему восточному побережью от полуострова Аланьи, и вышли на остановке недалеко от пляжа Клеопатра на бульваре Ататюрк. До замка Ахмедек крепости можно доехать по канатной дороге от станции Дамлаташ. Стоимость на август 2023 года 240 лир, с ребенка 8 лет взяли 170 лир. Добраться также можно на автобусе номер 4, он доезжает прямо до верхней крепости, до цитадели. Также можно дойти пешком, есть пешеходная тропа. Билет на фуникулер можно также приобрести в один конец, если вы добрались вверх на автобусе или пешком, обратно можно с комфортом или наоборот. Садимся и получаем удовольствие. Крепость расположена на полуострове, высота которого примерно 250 метров над уровнем моря. Общая длина стен 6,5 километров. Она была основана воинами римского пирата Триоса во II веке до нашей эры под названием Каракесион. Обеспокоенные пиратской деятельностью в Восточном Средиземноморье, римляне захватили замок в 67 году до нашей эры. Мы прибываем в замок Ахмедек. Он был перестроен как средний замок в период сельджуков вместо небольшого замка византийского периода на северном склоне крепости в 1227 году. Стены башен, сохранившиеся до наших дней, были высечены из скал еще в византийский период. 3 цистерны внутри среднего замка используются до сих пор. Поведаю вам одну легенду. Анатолийский правитель Сельджуки осадил замок, находившийся в руках Римской империи в 1221 году. Осада длилась очень долго. Тогда Аладдин Кейкубат I однажды ночью зажег свечи на рогах 15 тысяч коз и сказал командиру крепости, что у него много воинов и что кровь не должна проливаться напрасно. Когда комендант увидел эту толпу, он почувствовал необходимость сдать крепость. По этой причине утверждается, что какое-то время замок назывался Козьим замком. Правда или нет, но крепость оказалась в руках султана Аладдина Кейкубада I, и он приказал крепость перестроить. С его правления начался новый виток развития. Была построена башня Кызылкуле, Красная башня, Топхане, Квадратная башня, Судоверфь, мечеть Сулеймания. В крепости 83 башни и 140 бастионов. Для удовлетворения потребностей в воде города, находившегося внутри стен, было построено около 1200 цистерн. Сулеймания Камии, мечеть Сулеймания, была построена в 1231. Однако в последующие годы мечеть была разрушена и восстановлена Сулейманом Великолепным в XVI веке, в период Османской империи. Имеет черепичный купол на 8-угольном барабане. В куполе размещены 15 маленьких кубиков, обеспечивающих акустику. Здесь, в мечети, единственный бесплатный источник питьевой воды. Можно пополнить запасы.
Устойчивая и безопасная среда, созданная в эпоху Аладдина Кейкубада I, позволила возродить торговлю по старым караванным путям, соединяющим Восток со Средиземноморьем. Строились караван-сараи, они сохранились, но мало где сохранились постоялые дворы, где торговцы прятались в городах, и базары, где они сбывали свой товар. Эти руины – старый базар Араста. В крепости также есть рынок, где можно приобрести сувениры. Кенет Каписи – райские ворота. Мистическая дверь между этим миром и тем. Очень загадочно. Акшебе-Турбеси. Погребальный комплекс построен в 1230 году по указанию некого Акшебе, предположительно первого военачальника этой крепости. Состоит из двух помещений – усыпальницы и места для молитвы. Рядом частично сохранившийся минарет. Переход замка к османам вместе с городом произошел в 1472 году. Когда Гедик Ахмед Паша осадил замок, командовал вождь сельджуков Кылыч Арслан. Люди, очень любившие своих господ, сказали: «Война с Гедик Пашой не поможет». Пошли к Паше и поговорили. Гедик Ахмед Паша сказал: «Если я возьму замок без войны, я подарю своему господину большую страну. Известно, что будет, если я возьму его силой». После этого замок был взят османами без войны. Не знаю, правда или нет, но во многих источниках написано, что замок был взят без войны. Ичкале. Чтобы попасть в Ичкале, необходимо приобрести билет. Стоимость на время видео 280 лир. Ичкале – Акрополь, верхняя часть города. Данное место как поселение использовалось начиная с 3 века до нашей эры. Самая старая находка, найденная здесь при раскопках – монета, датированная до Рождества Христова, 142-138 года. Когда вы войдете в Ичкале, первые руины, которые вы увидите справа, будут руинами дворца, дворцовый комплекс, принадлежащими Алайдину Кейкубаду I. Двухэтажный дворец с 3 двориками. Изразцы и настенные фрески, найденные при раскопках, говорят о богатом убранстве. Церковь, которую мы сейчас видим, XII века, которая была построена на фундаменте разрушенной церкви VI века, и в строительстве которой были использованы строительные элементы первоначальной церкви, такие как апсида. В Ичкале 4 цистерны, чтобы обеспечить город водой. Отсюда, с высоты 250 метров, открываются потрясающие виды. Адамасааги. У этого места в цитадели тоже есть легенда о метании камней. С этой отвесной скалы бросали преступников в море, но перед этим давали шанс на жизнь. Давали 3 камня, и если хотя бы один из брошенных камней достигнет моря, оставляли жить. Но это невозможно. Камень уводили с прямого пути какие-то сложные воздушные потоки. Поэтому преступника ждала неминуемая смерть. Говорят, что проводили опыты на апельсинах, потому что они хорошо заметны. Летят апельсины прямой наводкой, но в какой-то момент просто исчезают. Такое загадочное место. Отсюда мы видим мыс Чилварда, длиной 400 метров, отвесные скалы. При приближении объектива видно, что это развалины монастыря 1000-1200 года. Солнце палит нещадно, а так хочется прогуляться еще по этим узким улочкам. Пора возвращаться. Но мы еще сюда вернемся. Всем спасибо за просмотр.
До встречи!